Многие перед покупкой краски часто сомневаются, брать или не брать ту или иную красочку, как бы бонуса, может что-то попробовать. Чаще я говорю да, если кто-то спрашивает про какую-либо краску, потому что любую краску нужно попробовать для себя, открыть, покрасить ей, если понравится, оставить. Не понравится, оставить какой-то запасной вариант для каких-то черновых работ. Любую краску, в принципе, можно использовать для этого, даже самую-самую плохую. Сегодня я расскажу вам о краске Валехо. Использую я ее уже где-то порядка 9 месяцев. До этого красил только цитилью, и мне есть что рассказать. Минусов у краски немного, но они есть, я предлагаю начать с них. Минусы и какие-то тонкости, с которыми столкнулся я, о которых я не знал. Мне об этом никто не рассказывал, поэтому я расскажу вам. И первый минус краски Волехо — это то, что она достаточно густая. Она гуще, чем краска от Цитадели. Я, честно, не знаю, из чего делают Валеху, потому что, как мы знаем, Цитадель делают из пигмента, замешивая его с ламией, то есть с это вот сламий — это бесцветная жидкость, такое связующее вещество, которое позволяет нам добиться такой достаточно жидкой, хорошей консистенции. Но Валеха чуточку гуще. Я не знаю, особенно с чем это связано, она хуже перемешивается в баночке и сама по себе достаточно густая, поэтому ее я всегда развожу с водой. Даже цитадель не всегда, ну, чаще всего да, но можно обойтись и без этого. Но с Валехо э, всегда, потому что она достаточно густая. И просто так красить, просто так брать ее с банки и красить, ну, в принципе, можно, но я бы не рекомендовал. Будет получаться жирный слой, будет некрасиво, в принципе, оно у меня надо. Поэтому разбавляйте краску и перед покупкой знаете, что красочка достаточно густая. Отсюда же вытекает второй минус. Второй минус заключается в том, что она, то есть сама красочка, быстро сохнет на палитре. Дело не в том, что у меня говно палитра, на которой все сохнет. У меня красок от Валехи, вот буквально это все. Я их брал на тест, и поэтому я их миксовал со своей основной массой красок от Цитадели. Про них я могу сделать отдельное видео, если на этом будет много отклика, вашего комментариев, лайков, и я сделаю видео про красочки от Цитадели и про другие свои бренды красок, которые у меня тоже есть. Красочка от Валехо быстро сохнет на палитре и сохнет она комками. Из-за того, что я миксую краски, то есть да, разных брендов, я вижу, как они ведут себя со временем на палитре, потому что краски Цитадель сохнут дольше они. И плюс, когда они высыхают, как бы высыхают, да, на палитре, уже не самый боевой вид им имеют, они распадаются на два компонента, то есть на отдельно на ламию, не знаю, это либо прям такая же ламия, либо какое-то подобие, да, похожее вещество, распадается на пигмент и на ламию. И, в принципе, если взять кисточку и перемешать это все, то краска вернется, цвет будет такой же, все будет хорошо, правда будет более жидкая краска. Пользуюсь я, кстати, влажной палитрой, если там кто-то интересуется. Замешиваешь их снова, то есть и получается обычный цвет. Но жидкий, и я обычно так не делаю, я просто беру кисть побольше, убираю просто с палитры всю краску и замешиваю то же самое, потому что зачастую, чаще всего, в 90% случаях я помню, что я мешал, то есть какие цвета, в каких пропорциях, и мне не составляет большого труда заново намешать их. Но с Валехо так не прокатит. Сохнет она комками, из-за того, что она более густая, да, она высыхает такой как бы какими-то комочками, и замешать краску обратно уже гораздо проблематичнее. И тогда точно надо чистить, то есть палитру, и замешивать все заново, потому что красить комочками вот такими, ну, не самое удобное, скажу я вам, поэтому чаще всего я просто все убираю, замешиваю заново, благо чаще я помню, что я замешивал. Если не помню, в принципе, можно и ими красить,
просто осторожно набирая в кисть только верхний слой, ну, краски, не зачерпывая комочки, которые образовались. За 9 месяцев эксплуатации это все минусы, которые я обнаружил взаимодействуя с этой краской. Давайте же перейдем к плюсам. И первый из них, это который был для меня и будет, в принципе, для всех, кто переходит с каких-то неудобных баночек, что было для меня просто открытием. Я года 2 до этого красил исключительно красками от Цитадели. Я все на их примере, потому что крашу ими в почти все. У меня это основная моя коллекция, вся моя коллекция красок, это краски от Цитадели. Но купив Валеху, я забыл, что такое чистить крышечки. Как вы знаете, крышечки у Цитадели имеют вот такое вот строение. И там забивается краска, она плохо закрывается, быстро сохнет. Краска, ну, быстро сохнет, да, ее здесь гораздо, кстати, меньше, чем вот здесь вот на 5 миллилитров. И при этом, кстати, что самое интересное, вот я, кстати, уже испачкался чуть-чуть, Валеху дешевле. В большинстве магазинов Валеху дешевле, чем Цитадель. И это достаточно странно. Вот. И, то есть, здесь сюда забивается краска, а вот такую вот, как это даже сказать, такой, ну, не тюбик, скорее, а вот в такую форму баночки краска не забивается. То есть она остается там, но сама красочка целехонькая, и здесь там просто микрокапельки. Хотя, когда ты почистишь баночку от Цитадели, там будет просто груда краски, которая, это просто половина баночки высохнет, высыхает, мне кажется, это точно. Ну, процентов 20 баночки высыхает, это вероятнее всего, да. Поэтому красочка не сохнет. Единственное, что трудности с перемешиванием, но, в принципе, если потрясти чуть-чуть подольше, буквально, может, секунд на 20 он трясти дольше, чем цитаделевскую, но все же баночка удобнее была и мне, и для меня это было просто открытием, такая вот супер удобная форма баночки. Следующий плюс, он, возможно, не для всех, хотя касается каждого, это то, что у Валеху достаточно много линеек. Линеек также много, я знаю, и у Цитадели, ну и у Валехи, я думаю, где-то столько же. Есть и металлики, и Mecha Color, и есть Model Color, как вот у меня вот такие вот баночки. Game Color, более яркие цвета, это скорее для какого-то, да, моделирования. Тут есть, вот у меня есть черный, белый, вот, белый я использую от Game Color. Не знаю, так сложилось, что на сайте был только этот вариант. Я его взял и не пожалел. Это лучший белый из всех, что у меня сейчас есть. Есть вот этот вот, но он засох за первую неделю его использования. И есть от звезды, вот белая красочка, но она сильно жидкая, поэтому ее я использую крайне редко. А это просто идеально. Чуть-чуть я разбавил водой. Хоть и белый почти у всех брендов, да, страдает, тут такая проблематичная красочка, но вот это вот, я реально могу вам посоветовать, хорошая, ее здесь достаточно много, ну, больше, чем здесь, и вероятнее даже и больше, чем в Звезде. Давайте даже посмотрим. Да, больше, чем в Звезде. Здесь 12, здесь тоже 12 миллилитров, а здесь 17. Поэтому советую эту красочку, хотя она стоит не намного дороже, чем Звезда. Поэтому присмотритесь особенно к белому от Валехи. Думаю, вот Model Color, хоть я и не использовал, думаю, он тоже вас не подведет. Вот. В принципе, линейки похожие, я вот, видите, даже так вот замиксовал. Разницы особо нет, разница только в цветах. Либо там есть еще для аэрографа, но это уже отдельная история. Вот. Исключительно в цветах разница, что в Model Color они такие более спокойные, а здесь они более яркие. Но у меня есть только белый цвет, поэтому другие показать вам я не могу. Но большое количество всевозможных вариаций краски – это несомненный плюс. Также хочу затронуть вопрос цены. Это и не плюс, и не минус, как бы каждый решает для себя что-то свое.
Эта краска стоит везде по-разному, но я пересмотрел кучу магазинов, не буду сейчас их называть, ну, знаете, самые, то есть топ-топ-топ магазины по красочкам, по химии и по всему такому. И в большинстве из них Валехо стоит дешевле, рублей на 50, чем цитаделевская. Хотя ее здесь больше, хотя, по моему мнению, она... Нет, ну они примерно на одном уровне, у каждого свои плюсы, свои минусы. Но Валеха лично мне нравится чуточку больше из-за своего удобства, чем от Цитадели красочка, потому что с ней много всякого геморроя, то есть прочистка ее, постоянное засорение баночки, это тоже столько мороки, очень много времени отнимает это все, прочистка, вот это вот засыхание краски, ой, неприятно. А вот здесь вот очень хорошо. Купил дешевле, больше и, не знаю, мне прям очень приятно. Стоит, вот эту валеху я покупал где-то за 190, хотя вот такая баночка от Цитадели стоит где-то 250-300, вот, а большая вот такая все 400, поэтому э, выбор за вами, можно купить, да, я не спорю, 200 рублей это достаточно средний сегмент, кстати, в покрасе, потому что есть краска и за 400 по типу Scale, хоть я и не красил, но очень бы хотел, думаю, как-нибудь и куплю ее. 200 рублей это и не скейл за 400, и не, то есть, и не цитаделевская, которая тоже стоит дороже в большинстве случаев, и не, ну, то есть, чуть подороже, чем самая дешевая, и не такая дорогая, как там топовые красочки от Scale. Не знаю, почему они стоят 400 рублей за примерно вот такую же баночку. Надо попробовать, затестить. Если у вас есть краска Scale, можете написать об этом в комментариях. Будет очень интересно прочитать. Ну что ж, а в конце видео немножко моего мнения, да. Получается, подводя черту, сравнив плюсы, минусы, могу однозначно рекомендовать вам к покупке краску Vallejo. Берите, не сомневайтесь. Ну, если сомневаетесь, возьмите пару баночек на пробу. Так я советую брать вообще с любой краской делать. Возьмите пару баночек, вот, ну, или как я, штук 5 баночек. Потестите и поймете, ваше, не ваше. Если не ваше, то и не жалко, то есть сильно потраченных средств. Если не ваш, если ваше, то, конечно, с удовольствием возьмите себе еще в коллекцию и будете красить уже большой коллекцией. Эта красочка будет составлять большую долю вашей коллекции красок. Краска Валехо может стать вашей базовой. Я ее так и использую и планирую миксовать, конечно же, с другими брендами, потому что кто-то делает хорошо проливки, кто-то хорошо делает металлики, кто-то делает хорошо что-то еще, да, какие-то технические краски, текстурные краски. Это все печься Цитадель, но у других брендов, я знаю, они тоже есть. У Валет же тоже самый пигмент. Поэтому краску я рекомендую, однозначно присмотритесь к ней. Стоит средненько и очень хорошая. 17 миллилитров, вот прям хорошо. А вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что думаете на этот счет. Используете ли вы краски от Цитадели или от Валежи. Что-то целый видос у нас какое-то сравнение с Цитаделью. Но у меня это базовые краски, которые я почти всегда использую и использовал. Поэтому вот хотелось вот такое вот сравнение сделать небольшое между двумя гигантами. Но все же это больше обзор красок Валежу. С вами был Данил, это Цитадель Покраса. Всем пока-пока.